Так, приветствую вас на своем канале, и в этом видео я буду делать замену трамплерной крышки на Passat B3 1.8 бензин 91 года, но суть видео не в этом, как заменить трамплерную крышку. Тут вроде бы все просто и понятно. Ну, я, конечно же, покажу, как это делается. Наша вот старая трамплерная крышка, и я решил ее заменить. Но не потому, что она там сильно изношена, хотя там есть износ, конечно, в ней. Но меня интересует другой вопрос. Обычно я снимаю видео и там объясняю, а здесь я уже хочу задать свой личный вопрос. Может, кто-то усовершенствовал, или я чего-то не понимаю. Мне постоянно и очень часто запотевает данная крышка и начинает вот эти все троения. Вот я сниму эту данную крышку, сейчас я вам покажу, что я делаю, чтобы не троило. Вот наши защелочки. Отпускаем. Снимаю вот крышечку. Бегунок вроде бы в хорошем состоянии. Я на него жаловаться не буду. А вот крышечка запотевает именно вот это вот весенне-осенний сезон. Вот у меня такой будет вопрос. Может, у кого тут какая-то защита стоит в виде пластмассы. По-моему, у меня, если я не ошибаюсь, в Джете, тоже был 91 год, Джеты такой же самый, ну, по крайней мере, такой же самый трамплер весь. И здесь стояла какая-то пластмасска, то ли что. И там такой проблемы не было. По крайней мере, было меньше. А здесь часто и густо. Чуть проехал где-то, постояла в теплом, холодном. И все, начинает троить, так как здесь собирается вот данной крышки конденсат. Я вот поменяю сейчас крышку. По-моему, даже видно. И сейчас, по-моему, там конденсат есть. Плохо видно. Я беру обыкновенную тряпку. Сейчас пойду тряпку и покажу, что я делаю. Так, короче, вот смотрите. Беру обыкновенную тряпку и здесь вот по кругу я обтираю. Тряпка должна быть чем суше, чем лучше. Обтираю тщательно. Один был случай, я попал в лужу глубокую, и здесь все в моторе залило. И каким-то образом тоже попала под эту крышку. И я прямо в этой луже и заглох. Взял тоже тряпку, тщательно высушил. Вот. Вот здесь вот, как видно, уголек хороший, не изношенный, если будет видно, вот, рабочий. Кстати, должен нажиматься легко, ходить должен, потому что он прилегает к нашему бегунку. Это на всякий случай, вдруг кто не знает. Вот, так что, если кто знает, объясните, здесь какая-нибудь должна защита быть от влаги, может, или что. Если кто подскажет, обязательно буду искать. По-моему, что-то должно быть. Ну и что я обещал, буду делать замену данной крышки. Как ее поменять, чтобы не попутать провода. Итак, здесь в этой коробке должна быть новая крышка трамплерная к моему Passat. Ой, какая она красивая, блестит вся. Навье. Покупал я ее где-то, по-моему, за $10, что ли. Вот такая крышечка. Бреми, фирма какая-то. 6304 какой-то номер. Контакты у меня вот какие. Вот какие контакты бывают разные. И как поменять трамплерную крышку, чтобы не попутать вот эти, не перепутать вот эти высоковольтные провода, как они стоят. Снимаем нашу крышку, снимаем защелки все. И не торопимся крышку снимать. А запоминаем, как она стоит. Вот так вот сняли и положили ровно. И новую крышку уже ставим на место, чтобы она села в пазы. Чтобы она села в пазы. А она почему-то не садится в пазы. Может, не моя крышка.
Точно не моя. Но не моя крышка. Итак, в первую очередь ставим крышку, чтобы она села в свои пазы. Там есть такие специальные пазики. И можно ее защелкивать. Она защелкнулась. И вторая защелкнулась. Немножко камера мешает. Вот. Еще вроде бы защелкнулась. Так, и снимаем по очереди провода. Вот так у нас крышка стояла. Неважно, с какого вы начнете. Да хоть с центрального. Вот. Первый провод посажен. Крышка вроде бы фирмы хорошей. Я купил, но что-то с ней не то. Такое ощущение, что она не к этому автомобилю. Дальше можно продолжать с центральной. Аккуратно. Аккуратно. Вот вам и аккуратно. Если видно будет на камеру, здесь провод у нас окислен. А значит, была влага. Лучше его промыть спиртом или вообще заменить. Я промою спиртом. Так, ладно, центральный оставим, тут уже его не перепутаешь. Дальше провод идет, все ставим так, как и было. И последние 4 провода. Ничего сложного нету в этом. Опа. Так, ну и ставлю свои резинки, чтобы не было прикосновения. Если вы видели прошлое видео, вот эти все резинки, вот резиночка мне стоит. Я все делаю, чтобы не было прикосновения. Так намного дольше прослужит высоковольтная провода. Это можно снять, потому что у меня здесь это есть. Вот так вот сделаем. И вот сюда вот эту поменяем. Все для того, чтобы не было касаний. Еще сейчас по-быстрому пойду обработаю наш центральный провод. И тоже его поставим на место, ну и заведем. Тут, кстати, получилось видео просто поменять крышку. А крышка какая-то вышла нестандартная. Ну и ради интереса посмотрим, заведется она или нет. Наш пассатик-то с этой непонятной крышкой. Что-то заказали мне, что-то не то. Ну да ладно, для эксперимента пойдет. Если что, поставим эту назад. С нашу старенькую. Так, вот наш провод. Обработал я ВДшкой. Его зачистил. Снял резиновую пробку. И все дела. Что не так? Опа. Все село вроде бы на свои места. Здесь это сюда, это сюда. Вот так вот как-то. Вот. И я уже, это, кстати, с резинки я уже испытал. Куда дольше ходят провода. Провода не дешевые, а резинки очень хорошо помогают в данной ситуации для таких именно автомобилей. Passat B3 1.8 бензин 91 года, напоминаю. В принципе, и все, осталось проверить. Итак, испытание, страшное испытание крышкой трамблерной. Видео очень серьезное получилось у нас. Так, музыку включаем и... Ну, работает. А вы знаете, что даже неплохо работает. Вот перед заменой
когда я приехал домой, уже все, машина подтраивала. Вот я взял, поменял данную крышку сейчас. Ну вот, все работает с данной крышечкой-то. Новенькая, красивенькая. Если слышно звук мотора, все прекрасно работает. Вот, кстати, покажу. Вот в этой новой крышке нету вот этого пазика. Пазика нету. И она крутится по кругу. Вот перед покупкой покупайте и обращайте внимание, чтобы были вот такие пазики, чтобы она стопорилась. И вот не покупайте данную крышку такой фирмы Bremmi, и именно с номером 6304. Нашим Passat'ам почему-то, ладно, моему Passat'у почему-то она не подходит. Вот вам и вывод неожиданный сделали. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если кому было интересно, ставьте лайки. Всем всего хорошего. Пока-пока.